Добро пожаловать в Эквус. В этом видео мы рассмотрим самую кровавую войну, которая произошла на данном континенте. Это империя чеджлингов, которая правит амбициозной королевой Кризалис. Она смогла объединить Улью в одну могущественную нацию. В 1002 году королева решила внезапно напасть на Эквестрию и захватить там власть. Но потерпев неудачу под Контрлотом, чеджлинги были разгромлены и сбежали в свои ульи. Поражение едва не развалило империю чеджлингов, но вместо того, чтобы смириться с провалом, королева Кризалис превратила поражение в идею мести. Она построила новую армию, которую мир еще не видел. Первой жертвой стало королевство Оления на юге. Армия оленей, малочисленная и устаревшая, не могла сравниться с новыми танками и самолетами чеджлингов. Всего за несколько недель королевство пало, предоставив империи много стратегических ресурсов. На Ледяном Севере сообщества полярных медведей были слишком разделены, воюя друг с другом. Поэтому они быстро превратились в Северный протекторат. Но пока империя чеджлингов росла, рождалась еще одна нация. Сталинград, когда-то промышленный регион Эквестрии, страдал от голода и бедности. Рабочие, отчаянно требующие перемен, восстали во время Зимней революции. Свергнув монархию, коммунисты положили конец голоду, построив новую экономику и сильную армию, с помощью которой они двинулись на север, подмяв под себя Новую Грифонию и Пингленд, которые не смогли дать отпор коммунистам. 1 июля 1010 года королева Кризалис утвердила планы заката Аликорнов, который подразумевал быстрый разгром армии Альянса и полное господство на континенте. Для кампании против Объединенного Альянса Пони чеджлинги задействовали 83 дивизии, которые превосходили Альянс как по качеству, так и по количеству. Утром 18 мая вторжение началось с авианалетов на прифронтовые города. После налетов ВДВ были отброшены в тыл фронта. 6 танковых корпусов выдвинулись им навстречу, прорывая позиции. На Центральном фронте чеджлинги окружили и уничтожили 5 дивизий Альянса. На следующий день 2 и 3 танковые корпуса окружили Акарнейдж, уничтожив одни из лучших подразделений Эквестрии. Несмотря на окружение, защитники города смогли отвлечь на себя большие силы чеджлингов. Основной удар был направлен на центральные равнины. Инженеры Эквестрии были готовы к такому прорыву и, согласно плану, взорвали дамбы на главных реках, остановив продвижение противника на пару недель. Итак, все внимание устремилось на юг, ближе к морю. Чеджлинги захватили большой портовый город Ванхувер. Но многим войскам Альянса удалось эвакуироваться. Потеря этого города стала серьезным ударом. По мере того, как армия чеджлингов продолжала наступление, их самой большой проблемой оказалась собственная логистика. Пони Командос проводили успешные рейды, громя линии снабжения, задерживая доставки боеприпасов и топлива. Эти набеги замедлили движение чеджлингов и дали защитникам время перегруппироваться у следующей реки. Но когда припасы наконец приехали на фронт, чеджлинги двинулись вперед, переправившись через реку Тол. 2 корпуса попытались окружить город Толтейл, однако из-за задержек с горючим танки не смогли завершить окружение. Это позволило большинству эквестрийских подразделений безопасно отступая, пони использовали тактику выжженной земли, разрушая мосты, железные дороги и узлы, чтобы ничего не оставить наступающему противнику. Несмотря на это, не всем подразделениям удалось спастись. 46-й корпус был прижат к заливу Луна-Бэй, а затем сдался. Далее чеджлинги планировали захватить Лас-Пегас и Контрлот, сердце Эквестрии. Возглавил наступление генерал Элвир Роланд, опытный командир, известный своей смелой тактикой. Ей противостояла Эпплджек. Первый танковый корпус начал наступление южнее, к Мид-Резорду. Ее целью было окружить Южный фронт Альянса и отрезать им пути к отступлению. Но логистика забарахлила снова. Растянутые линии снабжения оставили танки без горючего и боеприпасов в решающем наступлении. Воспользовавшись случаем, Эпплджек приказала контратаковать. Силы Альянса нанесли сильное поражение чеджлингам, заставив тех отступить. Это знаменовало первую крупную победу Эквестрии. Но теперь перейдем к главному фронту. Эквестрия потратила значительные средства на строительство резервных укреплений, однако Альянс не успел мобилизировать достаточно войск для прикрытия длинных линий фронта. С массированным наступлением Кризалис стало известно, что этих укреплений не хватает. Столкнувшись с тяжелыми потерями, принцесса Селестия заменила старых командиров более молодыми генералами. Одной из них была Сансет Шиммер, талантливый,
но не обстрелянный офицер. Ее первое испытание возникло под Чикольго, ключевом центре снабжения. Битва длилась 5 дней, пока войска Эквестрии пытались удержать город. Однако силы чеджингов, возглавляемые опытными командирами, которые уже успели повоевать, использовали тактическое преимущество, чтобы захватить город, а затем окружить большую часть его защитников у Великого озера. Это было тяжелое поражение. Когда линия фронта развалилась, Сансет Шиммер приказал отступить к реке Понисипи, крупнейшему естественному барьеру. Хотя это решение можно назвать отчаянным, но это также был шанс перегруппироваться и замедлить продвижение чеджингов. План состоял в том, чтобы избежать сражения с танками чеджингов на открытой местности и использовать горы и реки для удержания оборонительных позиций. Несмотря на эти усилия, ситуация оставалась тяжелой. У чеджингов были умелые командиры и преимущество в количестве техники. Для Эквестрии самые тяжелые сражения были еще впереди. 500 000 чеджингов пошли маршем на столицу Эквестрии. Танковые дивизии захватывали город за городом, останавливаясь только на плотных городских застройках и на близлежащей реке Понисипи. Например, им не удалось окружить Винниаполис из-за удобных оборонительных позиций Альянса. Но важность города была настолько велика, что чеджинги отправились на кровопролитные уличные бои. В этот момент чеджинги потеряли свое ключевое преимущество – превосходство в воздухе. Причина была проста – им не хватало авиабаз вблизи фронта. Истребительным эскадрильям Эквестрии, всем известными как Вандерболты, впервые удалось сбить за день больше самолетов противника, нежели потерять. Кроме того, штурмовики Альянса начали наносить эффективные удары по передовым подразделениям и линиям снабжения чеджингов. Несмотря на постоянные налеты Вандерболтов, силы чеджингов продолжали медленные, упорные продвижения к Антерлоту. Но это уже был не блицкриг. Прогресс замедлился до минимума, поскольку пехота Кризалис столкнулась с жестокой позиционной войной. Каждый клочок земли превращался в смертельную борьбу. Эквестрийские командиры перешли к новой стратегии – мобильной обороне. К концу ноября Эквестрия мобилизировала достаточно войск, чтобы заполнить бреши в обороне. Тем временем войска чеджингов, измученные неделями медленного продвижения, окопались на новых позициях, не имея возможности продвигаться дальше. На данный момент война под Контрлотом зашла в тупик, обе стороны укрепились. Но с приближением зимы оставался вопрос, кто сломается первым. Пока фронт под Контрлотом стабилизировался, на море происходили совсем другие бои. В начале войны, 18 мая, флот чеджингов избежал прямого столкновения с флотом Альянса. ВМФ союзников был банально больше. Первые столкновения ограничивались небольшими стычками за конвои между эсминцами и подводными лодками чеджингов. К концу сентября флот чеджингов активизировал усилия, дабы прервать важные линии снабжения между Эквестрией и ее ключевыми союзниками – Новым Морилендом и речными землями. Их целью было перекрыть путь к ресурсам и подкреплениям, помогающим Эквестрии сражаться. В октябре атаки усиливаются. Подводные лодки чеджингов постоянно совершают рейды в Лунном океане, топя много конвоев и эсминцев. Эквестрийский флот быстро отреагировал, применив новый сонар для отслеживания и уничтожения подводных лодок. 15 октября в Звездном море 16 подводных лодок чеджингов атаковали важный конвой восточной поддержки, защищаемый 12 эсминцами и 4 крейсерами. Торпеды рассекали волны, оставляя за собой разрушения. В итоге 5 эсминцев и крейсер были потоплены, а чеджинги потеряли 9 подлодок. Даже с тяжелыми потерями их план по слому эквестрийских линий снабжения начал проявлять свое влияние. Первое крупное сражение флота произошло в заливе Пегасов в конце октября. Обе стороны задействовали авианосцы, линкоры и крейсеры, пытаясь установить контроль на море. Флот чеджингов использовал агрессивную тактику «бей и беги», полагаясь на свои более быстрые крейсеры, оснащенные торпедами, чтобы перехитрить крупные линкоры Эквестрии. Тем временем флот Альянса сосредоточился на координированных авиаударах своих авианосцев, задавить врага количеством. Несмотря на тяжелые потери с обеих сторон, битва закончилась безрезультатно. Обе флотилии были вынуждены отойти на ремонт. Весь декабрь подлодки чеджингов бесперестанно атаковали линии снабжения.
Около 30% конвоев с восточной поддержкой и так и не достигли пунктов назначения. Эквестрийскому флоту удалось отразить несколько атак, но постоянное давление усложняло поставки припасов, в результате чего Южная Эквестрия почти полностью лишилась связи с морем. После первой битвы под Мидризард в июле Южный фронт затих, поскольку обе стороны перебросили многие свои дивизии на главный фронт. К началу октября Элвир Роланд разработала смелый план, чтобы обмануть врага. Она приказала перебросить 5 дивизий на Центральный фронт, создав иллюзию, будто ченджлинги отказались от крупных операций на юге. Эта тактика сработала идеально. Эквестрийская разведка, поверив в эти маневры, перекинула силы на другие направления. С ослабленной обороной союзников Роланд быстро перегруппировала свои силы, готовясь к внезапному и решительному наступлению. К концу октября 7-й танковый корпус нанес мощный удар. Наступление закончилось окружением и разгромом 15-й дивизии у озера Мидлейк. Эта битва стала известна как Вторая битва за Мидризорд, крупной победой ченджлингов. Захват Мидризорда дал возможность форсировать Черную реку, ключевую преграду. Почти без сопротивления силы ченджлингов продвинулись вперед, прорывая наспех созданную оборону. Несмотря на прогресс, продвижение ченджлингов начало замедляться в ноябре, когда на Южный фронт вернулись подкрепления во главе с генералом Эпплджек. Тем не менее, Роланд, полной решимости продолжать давление, предприняла попытку захватить Лас-Пегас, важный город на южном побережье. К 1 декабря 7-й танковый корпус достиг окраины Лас-Пегаса, но его наступление застопорилось. Логистика снова стала самым главным челленджем для ченджлингов. Длинные линии снабжения и нехватка топлива, боеприпасов остановили наступление. На данный момент Южный фронт затих. Тем не менее, хотя Эквестрии удалось остановить наступление под Контрлотом и Лас-Пегасом, настоящая битва разворачивалась в другом месте. На Северном фронте Кризалис готовила кампанию, которая могла полностью изменить баланс сил в ее пользу. На севере элитные силы Кризалис захватили Понитаум и Хартхоум, два жизненно важных узла снабжения. Этот прорыв открыл путь к столице Кристальной Империи. Ровная местность делала силы Альянса легкой мишенью для танков и штурмовиков ченджлингов. У Пони не оставалось другого выбора, кроме как медленно отступать к Миаморе, последнему крупному узлу снабжения перед Кристальным городом. В течение 3 дней кристальные войска ожесточенно сражались на улицах. Несмотря на все усилия, артиллерия ченджлингов превратила большую часть города в руины, а ключевые оборонительные линии были прорваны. Дабы избежать окружения, оставшимся кристальным силам был отдан приказ на отступление, оставив Миаморы в руках врага. Далее, следуя плану заката Ликорнов, 2 танковых корпуса должны были полностью окружить кристальный город. На юге 22-й танковый корпус разгромил 1-й корпус пегасов и достиг реки Галлопстрим. На севере 3-й танковый корпус обошел оборону Эквестрии и достиг Хейзерлтона. 2 корпуса быстро продвинулись вперед, перерезав последнюю железнодорожную линию с востока. Не имея других вариантов, кристальные защитники отступили на окраины города. На следующий день артиллерия ченджлингов уничтожила магический щит, защищающий город. С павшим магическим щитом ченджлинги начали штурм Кристальной крепости. Падение города открыло бы путь ченджлингам на весь Восточный Эквус. Эквестрия знала это, но они были не единственными. Сталионград внимательно следил за ситуацией, пока ченджлинги продвигались вперед. Сталионград воспользовался шансом. Без сопротивления они двинулись на спорные пограничные территории, объявив эту территорию своей. Контрлот не сопротивлялся, не желая начинать новую войну. Но они также не признали аннексию. Тем временем 3-й танковый корпус переправился через реку Галлопстрим, продвигаясь глубже на восток. Но они не осознавали, что все это было частью ловушки, составленной Объединенным Альянсом. В районе Поридж-таун 2 танковых корпуса из Сталионграда перешли во внезапную контратаку. Всего несколькими днями ранее Сталионград тайно присоединился к Объединенному Альянсу. Их вступление в войну стало важным поворотным моментом. Внезапная контратака вызвала хаос, и чтобы избежать окружения, 3-му танковому корпусу пришлось отступить обратно за реку. Командовала этой смелой атакой Вероника Краснова, известная своей решительной и агрессивной тактикой. Не дожидаясь пехотных дивизий, она приказала оттеснить ченджлингов дальше на запад.
Следующее крупное столкновение произошло под Урубрумом, где развернулось второе по величине танковое сражение этого года. 1600 танков Сталинграда атаковали фланги 500 танков чеджлингов. Бой был жестоким, потери чеджлингов составили 120 танков, а войска Красновой потеряли около 400. Но чеджлинги были отброшены от Кварцевой реки. К середине декабря битва за Кристальный город достигла апогея. В ходе крупнейшего танкового сражения года 950 танков чеджлингов столкнулись с 1800-нями сталинградских на окраине города. Бои были апокалиптическими. Грохот танковых выстрелов разносился на многие километры. После нескольких дней беспощадных боев чеджлинги потеряли 600 танков, а Сталинград заплатил высокую цену, потеряв более 1000 своих танков. Но ситуация перевернулась с ног на голову. 12 декабря красные танки прорвали осаду, освободив Кристальный город, и разрушив, надежды грязались на захват Востока. Со сталинградскими пехотными дивизиями, прибывшими на фронт, Объединенный Альянс начал массированное контрнаступление на севере. Их усилия привели к окружению некоторых дивизий чеджлингов, нанеся сокрушительный удар по их северной армии. В отчаянной попытке стабилизировать ситуацию, чеджлинги начали отвлекать силы с других фронтов на север. Баланс войны изменился, и Объединенный Альянс начал давать отпор. 14 декабря Альянс начал массированное контрнаступление по всем фронтам, которое привело к разным результатам. На Северном фронте они оттеснили чеджлингов вглубь от Кристального города, но подкрепления с других фронтов остановили наступление возле Миаморы. На Центральном фронте неоднократные атаки не смогли прорвать оборону чеджлингов, что привело к тяжелым потерям. Осознав высокую цену, Альянс остановил все операции на Центральном фронте. Лучшие результаты были достигнуты под Контрлотом, где войска Альянса отбили Луну-Нову и прилегающие к ней территории, оттеснив чеджлингов далеко от столицы. Кроме того, Альянс добился определенных успехов на Южном фронте, где эквестрийским силам удалось отвоевать часть леса и оттеснить чеджлингов дальше от Лас-Пегаса. Однако, к 22 декабря наступление Альянса выдохлось. Линия фронта превратилась в сеть траншей, простирающаяся от Пегасского залива до Кристальных гор. 26 декабря, в холодную ночь, в канун Дня Очага, произошло нечто странное. Около Луны Новы пони вышли из своих траншей под белым флагом, приглашая чеджлингов разделить минуту мира. Ко всеобщему удивлению, чеджлинги не открыли огонь. Вместо этого они осторожно вошли на ничейную землю. Солдаты и даже офицеры с обеих сторон делились улыбками, сидром и историями. Вместе они пели колядки и играли в хуфбол при лунном свете. На мгновение война остановилась. Это чудесное перемирие быстро распространилось по всей линии фронта. Эквестрия использовал это событие, чтобы продемонстрировать нежелание чеджлингов воевать, распространяя фотографии дружбы по всему миру. С другой стороны, королева Кризалис была в ярости. Она объявила перемирие актом измены и приказала сурово наказать всех причастных к этому. На следующий день на фронт прибыл чеджлинг, генерал-майор Аптрих. Чтобы все поняли, он казнил майора и лейтенанта за то, что они допустили перемирие. На следующее утро звуки артиллерии нарушили мир. В конце декабря линии фронта замерзли. Войска союзников отбили ключевые районы вблизи крупных городов, а чеджлинги, потеряв численные преимущества, перешли к обороне. Обе стороны заплатили высокую цену. Сотни тысяч существ никогда больше не вернутся домой к своим семьям. Тем временем, вдали от поля боя на оккупированных территориях разворачивалась темная глава. Сотни тысяч пони были насильно депортированы из своих домов, отправлены на изнурительные работы под эгидой восстановительных работ. Весь масштаб этих ужасов остался скрытым, спрятан цензурой и пропагандой. Правда, однако, откроется только тогда, когда эти земли будут освобождены. Будущая цель, которую сейчас ставит перед собой Альянс. Хотя план Закаталигорнов провалился, королева Кризалис была далека от признания своего поражения. Вместе с ее генералами они разработали новый амбициозный план, который, по ее мнению, мог наконец принести победу любой ценой. Все внимание смещается на 1012 год, который определит победителя в этой войне.